что мы то поколение, которое с оружием в руках встанет на защиту своей страны. Кому стоит валить из Польши, а кому остаться? Придется не 5% тратить на вооружение и на модернизацию своей армии намного больше. Политический кризис тоже может быть. Как долго будет война проходить? Будет ли США поддерживать дальше санкции? Что будет с недвижимостью в Польше? В Познане количество постоянных войск НАТО американских находится. Газом, который сейчас едет из Америки сюда, в Европу. Будет ли война в Польше? Артем, поляки и украинцы затаили дыхание. Почему выборы в США так важны для Польши? Как ты считаешь, будет ли здесь война на территории Польши с Россией? Правильно ответить невозможно на него, но я думаю, что на сегодняшний день, до выборов, до известного результата и будущей стратегии США по Европе, я бы сказал, что в ближайшие года такого нет. Ну, Да. нет такой угрозы прямой. Но, возможно, после 5 ноября мой ответ поменяется. Да, а вот именно для этого, друзья, напишите в комментариях, интересно ли вам услышать наш обзор потом, после выборов, после того, как мы будем знать, кто победил, да, уже как-то более детально разобрать повестку, потому что, я думаю, и выигравшая сторона будет делать какие-то заявления, да, что-то громкое. И мы Да. можем тоже с Артемом это разобрать. Если вам интересно, то пишите в комментариях слово «интересно», и мы сделаем такой следующий выпуск, возможно, там через недельку после выборов, когда уже будет ситуация понятна. И здесь я хотел бы зачитать цитату из ТВН-24. Это сайт, ссылку на него мы оставим в описании, чтобы просто у людей был первоисточник, было понятно, что это Мгм. не я придумал на ходу себя на польском. Вот. Я зачитаю на польском фразу, это важно, да, чтобы люди знали, как это звучало в первоисточнике, и потом перевод еще озвучен на русском, и мы обсудим это. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział: Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią в рęku в обороне нашего państwa. Все указывает на то, что мы то поколение, которое с оружием в руках встанет на защиту своей страны. Ну, тут я добавил еще чуть-чуть кусочек продолжения на русском. И ни я, никто из вас не намерен проигрывать эту войну, добавил он. И какие реальные сценарии и перспективы войны здесь, в Польше? Я сделал у себя в Инстаграме опрос, сказал, что у меня сегодня будет там телемост с экспертом на эту тему. Ну и, как ты понимаешь, это топ вопрос от подписчиков, будет ли война в Польше. Кто-то пишет сразу, типа, с матюком, мы это запикаем, да? Кто-то пишет, типа, полякам. Вот. Это, знаешь, обычно пишет тот, кто не в Польше сейчас живет, а живет в Да. какой-нибудь Валенсии или в Америке. Вот. Он забывает, что тут и мы живем, например, да, украинцы. Но, тем не менее, это громкие заявления, да, это уже не просто кто-то, это генерал штаба военного польского. Ваше мнение, Артем, как ты считаешь, будет ли война в Польше? Когда-нибудь, если мы говорим просто про когда-нибудь, наверное, когда-нибудь будет, может, через 50 лет однозначно. Ну, Если мы это ж говорим нам не про... интересно, да, нам интересно ближайшее Да, нам будущее. неинтересно. Если мы говорим про вот ближайшее будущее какое-то, я бы, знаешь, как я бы сказал, людям, которые задаются этим вопросом и переживают, и вокруг вот этой идеи строят свою жизнь и принимают решения. Я понимаю людей, особенно, которые приехали из Украины, они застали войну, они не хотят строить 10 лет, там, идти гражданство, а понять, что на 7-й год надо уезжать. Да, Тоже это понимаю. более того, давай я утрирую этот пример твой. У нас есть люди, клиенты, да, наши, кому мы там компании в Польше открывали. Это стандартная история. Он говорит, я застал войну на Донбассе, переехал в Ирпень, застал войну там, переехал с Ирпени, там, с Ирпеня сюда, в Варшаву, и, ну, как бы у меня уже плохие ассоциации с этим всем. И еще один был клиент, я ему проводил консультацию, они из Украины, из Донецкой области переехали в Израиль. Там как раз Мгм. была вот эта вот заварушка в секторе Газа. Они застали Мгм. там, им там упали бомбы, и они переехали сюда. Поэтому есть люди, для которых этот вопрос очень sensitive. Я не застал войну вот 22 года, да, по масштабу. Я уже там
с 17 года живу в Европе, но у меня множество людей, родственников, друзей, которые рассказывают об этом. Я это вижу, я общаюсь с людьми. Вот ты говоришь про клиентов, которые такие истории рассказывают. Мне тоже аудитория рассказывает такие же истории, когда вот сейчас приходит на консультацию и говорит, можем ли мы подумать, куда нам переехать, потому что как-то стрёмно. Особенно, когда, знаешь, появляется, там, генерал сказал заявление, его расцитировали, потом про мобилизацию украинцев, украинских мужчин кто-то что-то сказал из Да, да. чиновников. Там за Волынь начали говорить, что Украина никуда не вступит, и мы будем угрожать им такими-то политическими решениями, когда это там делает Косиняк-Камыш, министр при Туске. Поэтому я людей понимаю, и я бы держал руку на пульсе и строил бы жизнь вокруг этого, если она и так уже вокруг этого строится, и изучал. Но, наверное, в перспективе года-двух мы не застанем этого, просто потому что политическая система достаточно стабильна в Центральной Европе, и ничего не говорит о том, что это должно произойти. Нет никаких даже, там, знаешь, разведданных, каких-то западных разведок, которые говорят, что что-то к чему-то готовится, когда заранее предупреждают. Но если мы говорим про то, что возможно ли это вообще, как никогда раньше, то есть мне вообще кажется, что в будущем есть риск очень большой, что просто будут говорить, что Украина на Третью мировую пришла раньше всех. Потому Ну что да. Вторая мировая тоже началась, знаешь, с раздела Польши. Ну, раздел Польши и раздел Польши. До этого там Польша с Чехией что-то не поделили в 1937 году. А потом это началось, уже историки назвали Второй мировой, когда все против всех пошли. Поэтому, возможно, мы тоже сейчас на том этапе, когда такой себе, знаешь, раздел Польши тогда был, а сейчас война в Украине, которая перейдет куда-то дальше. Привет, меня зовут Стас, я руководитель компании Uni Consulting и эксперт по бизнесу в Польше. Приглашаю вас на нашу платную профессиональную консультацию, где мы сможем разобрать ваш кейс, задать вам правильные вопросы, исходя из нашего знания, опытов и навыков. За эти 4 года мы провели больше 500 платных профессиональных консультаций и поработали, ну, пожалуй, с каждой нишей и с каждым бизнесом в Польше, который только мог запускаться. А если вам интересно профессиональное сопровождение легализации вас и вашей семьи, внизу под видео вы найдете ссылку, где сможете оставить заявку. Опять-таки, многое зависит от администрации в Белом доме, которая будет. То есть, если придет Трамп, который говорит о том, что у меня будет мирный план, заморозка, и все успокоится, люди не должны гибнуть, экономика должна работать не только в Украине, а вообще и в Европе в том числе, Мгм. я всегда задаюсь вопросом. План хороший, правильно, люди не должны гибнуть. И Как я это вообще сделать? сторонник того, чтобы этот конфликт любыми способами закончить, эту войну закончить. Но если не получится, ну вот типа Путин послушал такой, ну класс, нет. Что дальше? Тогда дальше, я так понимаю, как Трамп говорил, что я дам столько оружия, сколько никогда не было, ну тогда да, наверное, в Польшу придет война в том числе. Мгм. Потому что Польша — это форпост НАТО, это в Жешуве там огромнейшее количество постоянных войск НАТО американских находится. В Познане Трамп еще в своей предыдущей каденции обещал, что в Познане там есть натовская база крупная, там построится форт Трампа, он называл, это будет огромная база. Она не была так построена, но передислокация войск в Польшу происходит постоянно. Тоже много зависит от того, какая политика будет принята новой администрацией. Если будет сценарий войны, то давай с тобой вот просто как-то логически сейчас набросаем, ну, для людей, да, вот понимание. Я тоже не сильно вижу, что в ближайшие 2 года это будет, потому что физически территория в любом случае завоевывается людьми, так или иначе. Толку, что ты там забросаешь это все бомбами, как у нас там в этом Угледар, да, и в целом там Мгм. половина Луганской области. Ну, толку, что она просто разбомблена, растрощена, и потом туда зашли русские. То есть территорию надо как бы в любом случае зафиксировать людьми, живым каким-то ресурсом. Давай с тобой обсудим, как это может быть. Вот у нас есть Польша, вот есть, продолжаются полномасштабная в Украине. Откуда они заходят? С Белоруссии, с моря приплывают, с парашютами с неба. Это интересный вопрос с точки зрения того, что украинская власть всегда говорит, что дайте нам оружие, там, например, Польша, когда они ругаются, дайте нам поддержку, оружие, потому что мы в том числе вас охраняем. Да. Но вот эта вот позиция, что мы вас охраняем, мне кажется, это причина, почему происходят вообще, вот, знаешь, конфликты идеологические, что политики уже друг друга недолюбливают с украинской и польской стороны, Да. потому что Украине не нужно охранять Польшу. У Польши есть своя граница с Калининградом, есть Белоруссия. У них, если бы их надо было охранять, то или была бы угроза войны, то она была бы здесь. Она не надо проходить через Украину для этого. Наверное, логичный сценарий, который вообще только может быть, он продиктован опять-таки географией. Потому что войны, несмотря на то, что есть ядерное оружие, дроны, они все равно проходят на земле за населенные пункты, за географию. И если у Польши есть маленький перешеек от гор Каркановских на юге до Балтийского моря, то вот здесь вот вся будет глубина, скажем так, военных действий. Но чтобы как-либо это остановить или как-либо это начать, наоборот,
есть маленький перешеек между Калининградом и Белоруссией, который отрезает Балтийские страны от Польши. Это, наверное, будет единственное место, где что-то может начаться. Это будет самая легкая равнина, там у нее протяженность несколько, там, по-моему, десятков километров. Это очень легко, это очень быстро может быть. Ну, на бумаге, разумеется. А как это Ну будет да. на деле, никто не знает. Но я бы тут сказал, что если мы приходим к тому сценарию, что война возможна в Европе, она начинается, и мы к этому идем, то это не... Мне кажется, это балтийские страны должны переживать на этот счет. Не должна Польша переживать. В 2008 году были протесты в Грузии, когда выборы, Саакашвили пришел к власти. Приехали его поддержать на протесты в Тбилиси президенты тогда Украины, Балтийских стран и Польши. Вот такая вот восточноевропейская коалиция поддержать европейские стремления Грузии. Мгм. И тогда был Лех Качинский президентом Польши. И он сказал тогда вещь такую, что Грузия уже борется с Россией. Следующая Украина, возможно, будет. Следующие страны Балтийские, а потом и придет очередь до моей страны. Поэтому мы должны поддерживать нас друг друга. Это он говорил что в 2008 году. И как получается, что в принципе это логичный сценарий. И знаешь, когда его очень много раз озвучивали в своей истории, именно такой порядок, то сначала кажется, что да нет, бред какой-то, это как бы конспирология. А с другой стороны кажется, что если все его озвучивали, как будто другого сценария нет. Все об этом и думают, что ну, нужно ж так делать. Все же так и говорили. Ну, или знаешь, я вот недавно общался, есть такой психологический термин, или эзотерический, я так и не разобрался. Называется самовыполняющееся пророчество. То есть, когда ты сам себе какой-то сценарий накручиваешь, и потом он и сбывается. И как бы психологи пытаются с этим разобраться. Все-таки это то, что ты создался в голове и подсознательно потом же и притянул, да, но, возможно, есть это самоисполняющееся пророчество на уровне политики и государств, да, то есть люди как бы сами это все подхватывают, накручивают, и потом такие, ну вот, пожалуйста, балтийские страны, а потом Польша. Может быть, поэтому Польша и в следующем году и планирует почти 5% ВВП инвестировать Да, в оборонку. скорее всего, так и есть. Я не знал про этот KPI, который ты говоришь по поводу там сколько-то процентов ВВП страна должна инвестировать в оборонку. Военные нужды. Да, у Трампа как бы прямо сказано, что, ну, заявлялось, по крайней мере, перед выборами, что страны должны 5% от ВВП инвестировать, иначе они в случае там, военных угроз, они останутся сами по себе, их защищать НАТО не будет, и американская ядерная Мгм. защита останется в стороне. Польша это требование выполняет, одна из лучших стран. И это, кстати, вот пример того, что у Польши всегда с США, неважно какая администрация, в Белом доме, неважно какая партия в Варшаве, у них всегда отношения хорошие. И это тоже Мгм. продиктовано этой стратегической важностью. Они найдут точки компромисса, и Туск, который такой глобалист, еврооптимист, с Европарламента пришел, он спокойно выполняет требования США негласные, чтобы явно Мгм. отношения были нормальные. Попробуем теперь с помощью косвенных каких-то факторов понять, как еще выборы в США могут повлиять на другие сектора экономики. И ты затрагивал поддержку Украины, да, тут я для себя Мгм. зафиксировал так, что если Трамп, то Трамп у нас будет пытаться с каким-то чудодейственным образом заморозить конфликт, либо его закрыть. Да, как он это будет делать, я, честно, даже себе не представляю, но окей, политическая воля и сила, да, мы же не знаем, что там под капотом происходит. И если демократы, то мы едем примерно по таким же рельсам. Украине дают, подкидывают эти щепотки разными объемами, подкидывают щепотки ракет и машин и всего остального. Как-то еще может измениться поддержка Украины вот в контексте этой конструкции? США, Польша и Украина. Если мы сейчас откроем с тобой какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, и за последнюю неделю все заявления с разных сторон, мы можем обсуждать каждый. Вопрос в том, что из этих всех идей, которые озвучиваются той или иной командой, резона будет либо ноль, либо несколько. Чаще Мгм. всего вообще ничего не реализовывается. У Трампа есть, да, план там, заморозить войну, как-то ограничить. Вот буквально Financial Times там несколько дней назад опубликовали, как этот план будет выглядеть. То есть это буферные зоны, демилитаризованные с двух сторон границы по линии разграничения сейчас. Поддержка Украины уже не Америкой, а Западом, то есть Западом в виде Западной Европы, Европейского Союза. Это вот в том числе на Польшу какие-то обязательства новые наложат. Польша будет говорить, это я вангую, если это пройдет, а Польша будет говорить, мы и так дали больше всех, через нас транзиты, мы приняли украинцев, у нас граница общая. Будет политического плана разногласия на этот счет, что почему мы еще должны деньги переключать. А я напомню, что Польша это страна все-таки, которая еще получает большое количество сама денег
на свою инфраструктуру, на свою экономику. Она не может просто так передавать какие-то миллиарды на поддержку другой страны. Ты правильно сказал, я не знаю, как Трамп это будет делать и как это может быть сделано. Я когда-то читал книгу Трампа, там, 80-х годов «Искусство заключать сделки». Там очень хорошо расписано, как он заключает сделки, как он это видит, как он этим живет. Возможно, это как бы продолжение его книги будет, и он видит это как сделку, которую в бизнесе он заключал. Возможно, это реально. Но я думаю, что все-таки бизнес строить в Нью-Йорке на Манхэттене по недвижимости в 80-е годы и закончить войну в Европе, самую большую за последние 70 лет, это разные вещи, разные сделки. То есть такие движения в эту сторону могут быть только если республиканцы приходят. При демократах ничего, в принципе, не меняется. Будут давать немного, чтобы не победили, но продолжался конфликт. Вот так вот это будет выглядеть. А почему им это выгодно? Почему им выгодно такую политику вести? Вот давать немного? Ну смотри, Украина же постоянно просит, чтобы были разрешения там, стрелять вглубь, например. Да. Этого никто не дает. Или самолеты, этого никто не дает. Ссылается на то, что там, да, нет вооружения, они там сейчас производят новые заводы, запускают, что, возможно, в будущем будет больше вооружения, чтобы давать. Но если посмотреть, например, какие-нибудь документальные фильмы еще 2000-х годов, когда в арабские страны заходили США, с какой они мощью били, то вот такого сейчас нету. И, в принципе, за 2,5 года такого ни разу не было. И это и близко не похоже на то, что происходило, то, что дают Украине. Если посмотреть вообще на стратегию демократической партии, которая самоидентифицирует себя как глобалисты, мировой полицейский, и для которых они прямо заявляют, Россия главная угроза, и они еще так гордо говорят, что, смотрите, мы не отправили ни одного американского военного, у нас там 3% от нашего бюджета армии выделено на Украину, и мы уже 2,5 года заставляем Россию тратить колоссальный ресурс. То есть, если это с такой стороны подходить, то да, они затягивают Россию в долгосрочный конфликт, который, наверное, в чем-то ее выматывает или заставляет делать непопулярные решения, при этом демонстрирует того, что не все так легко, и Китай вот не иди на Тайвань, потому что Тайвань мы уже вооружили не так, как Украину. Если это Украину не можете пройти, то Тайвань это не будет легко. То же самое, например, администрация демократической партии, она всячески поддерживает Индию, потому что Индия вторая страна, даже первая страна по численности населения, Тихоокеанский регион, им не дать сближаться с Китаем. И они демонстрируют это через Украину. Потому что победить как бы не надо, потому что цель будет выполнена, наверное, не та, которая нужна, а вот просто показывать тот конфликт, который происходит, что Россия не может это сделать быстро, это выгодно. Более того, Европа, знаешь, когда говорят, что Европа и США это западный мир, они партнеры, я с этим вообще не согласен, потому что Европа как единая, вообще она не существует. Она существует как Европейский Союз единый, да, но внутри стран мы же видим, Они какие не едины. разногласия. Да, я тоже так считаю. Там единственное Это сильно. абсолютно идеологические конкуренты внутри. И так же самое у них отношения с США разные. Если Орбан ездит к Трампу еще до выборов, жмет руки, он уже типа его тут посредник, трампист в Европе, то с Туском отношения будут натянуты в какой-то момент. И если посмотреть на это с точки зрения того, что происходит в Германии нету северных потоков, нет дешевой энергетики, а демократическая партия вроде как у власти, и такие же в США, и глобалисты, такие еврооптимисты в Германии, они должны найти точки соприкосновения, но нет, Германии не дают как бы завести свой этот локомотив Европы, да, главный, у нее экономика стагнирует, крупные корпорации, они переносят свои заводы. Это те 3 завода, которые в Германии сейчас закрываются, большие, я читал. В том числе в США огромнейшее количество переносится. А в США существует с момента ковида льготы на налоги для производств, которые работают там, с электроавтомобилями. Поэтому Volkswagen закрывает свои заводы сейчас в Германии. Они закрывают, они там будут сокращения и зарплат, и людей, и многие услуги, которые они, не услуги, а скажем так, непроизводственные дела производили на своих заводах, они отдают на аутсорсинг в другие страны, переносят, потому что там и по налогам меньше, по бюрократии, и можно нанять людей проще. В том числе в Польшу переносится, наверное, что-то будет не только от Volkswagen, а вообще в целом. Если на это посмотреть, то США выигрывают от этого даже в экономическом плане. Во-первых, у нее идут заказы на оружие. Во-вторых, у нее идут заказы на размещение американских войск на базах. У них перенос ключевых крупных производителей. То есть одно дело, конечно, когда маленькая IT-компания переходит из Берлина, переезжает в Нью-Йорк, это одно дело. Это дело завод открывается где-нибудь в Оклахоме. Это огромнейшие капиталы. И у США в этом плане все хорошо. Поэтому у меня язык не поворачивается сказать, что США с Европой прям партнеры во всем. В чем-то да, а в чем-то они хорошие конкуренты, и продолжающаяся война в Украине в том числе ослабевает еще главного экономического конкурента, это Европа, это Германия. Не дают поднять голову. Я не смотрел все твои видео, но я думаю, вы где-нибудь обсуждали когда-то за то, что в Европе проблемы с тем, что у них не автоматизированные производства, у них мало там всяких автоматизаций, у них мало
роботов, которые Ну, работают на заводах. они тут, знаешь, вот я такую смотрел аналитику даже, они за последние 20 лет очень сильно отстали, не успевают за технологиями. Я слышал, что Китай сейчас делает очень много поставок сюда, но уже технологических IT-решений Да. и софтверной, и хардверной части. И получается какая-то странная ситуация. Рубрика «Что будет?». И первый вопрос, Мгм. что будет с недвижимостью в Польше? То, что недвижимость и жилищный вопрос важен для всех. Люди по-прежнему, находясь в Польше, принимают решение, входить ли им в ипотеку, да, брать ли квартиру себе на 25-30 лет. Люди думают, пойдут ли цены вниз, будет ли коррекция какая-то, либо мы там только вверх, потому что экономически рынок недвижимости в Польше очень круто себя показал за последние там, 4 года точно после ковидных, но в целом рост сумасшедший за последние 10 лет, как для европейской страны. Твое мнение, что будет дальше в Польше после выборов в США в контексте недвижки? Я думаю, в рынке недвижимости глобально ничего не должно измениться. Это может измениться только если это не прямое влияние выборов будет, если будут после выборов какие-то глобальные действия, которые вообще пошатнут рынок. Если такое произойдет, тогда, наверное, будет какая-то коллерация рынка. С точки зрения того, что вообще происходит, слушай, я уже почти год не живу в Польше, слежу постоянно за вообще событиями в Центральной и Восточной Европе, в Польше. Рынок недвижимости я последний раз, наверное, год назад для себя анализировал прям так детально по темпам строительства, и тогда был такой кризис в девелоперке, что мало разрешений выдавалось на строительство, после ковида это не восстанавливалось. Сейчас, насколько я знаю, насколько я видел, поправьте, если я ошибаюсь, то немного стабилизируется, и даже цены, по-моему, начались за квадратный метр начинают снижаться немного после всех этих программ, она закрылась, и спрос стал меньше. Я думаю, если не будет никакая новая беспечный кредит под 0%, то, наверное, будет немного стабилизироваться и не будет этого мыльного пузыря, который может надуваться. Мгм. Но из того, что я видел, я не думаю, что мы увидим какое-то катастрофическое подешевение или подорожание вообще недвижимости. Темпы Окей. строительства восстанавливаются, но они, по-моему, чуть-чуть только сейчас вышли вперед, чем до ковидного периода. Это уже 4 Мгм. года прошло. Ну да. Окей. Иммиграционная политика Польши. Какие могут быть сценарии для украинцев, белорусов? С белорусами вообще ситуация непонятна. С одной стороны, все больше и больше проблем у белорусов в Польше в плане иммиграции, быта какого-то, открытия банковских счетов, потому что мы как компания с этим сталкиваемся, да, помогаем их обслуживать. С другой стороны, из-за их как бы связи с Россией. С другой стороны, те, кто приезжает сюда, это вроде бы точно те, кто не согласны Ну с да. режимом, да, и там много хороших людей. Какая иммиграционная политика может быть у Польши в ближайшие там несколько лет? Они же недавно опубликовали, по-моему, уже новую стратегию до 30-го План. года. Да, у них там план Да, капкан есть, да. Но он не план очень, капкан, если да. честно, для украинцев и для иностранцев. Усложнения, как я понимаю, везде будет происходить, и там всякие гражданские тесты на гражданство, и карту поляка сложнее будет получить. С одной стороны, они типа борются, в карте поляка, как я понимаю, борются с той коррупцией, которая существовала, или там поддельные документы. С другой стороны, знаешь, когда эти документы принимались, это значит, что нужно было высасывать какой-то потенциал, человеческий ресурс. Наверное, сейчас они высосали все, что хотят, и закрывают вот эту щель, которую сами создали, типа нечаянно. И я думаю, что несмотря на то, что они будут принимать, и как они это будут принимать, это продиктовано политическими решениями вообще вот европейского, восточноевропейских проблем. То есть там какой-то поток людей, он достиг огромнейших, да, показателей, когда мигранты приезжают с Украины, беженцы. И это тоже вынуждает как-то реагировать. Но у Польши, если мы говорим про Польшу, которая хочет быть успешной, и там прогнозируют, что к 28-30 году это станет 20-я экономика мира, а к 30 году это будет там 1,7 триллиона ВВП у них, Да, я видел то это чтобы заявление. этого достигнуть, им нужно победить свой демографический кризис. Пирамида, которая посмотреть на население, вообще не говорит о том, что они его побеждают. Если они не хотят оказаться 30-миллионной страной через 10 лет, то они будут делать ставку на мигрантов в любом случае. Будет миграционная стратегия работать на мигрантов. Мгм. Возможно, не год-два, возможно, через 5 лет осознают это. Польша, мне кажется, не той страной, которая будет уже на фоне всех ошибок Западной Европы, Великобритании делать ставку на выходцев с ближневосточных стран или Мгм. африканских. Она будет делать, наверное, на славян, аккумулировать их вокруг себя по максимуму, насколько может создавать условия для них в долгосрочной перспективе. Наверное, потом какие-то постсоветские страны, типа Грузия, Армения, я знаю, их очень много приезжают в Польшу, у меня много друзей, которые оттуда приехали. И как я видел по статистике ГУС, увеличивается там в последние, условно говоря, 5 лет, увеличивается иммиграция из стран Латинской Америки, из Мгм. Венесуэлы, из Колумбии.
Ну и И филиппинчики тоже едут, кстати. филиппинчики, да, очень часто приезжают. Я думаю, что в какой-то момент мы увидим реально, возможно, стратегию, если мы говорим про далеких мигрантов, которые будут приезжать и будут им давать эти возможности. Я думаю, мы увидим даже не азиатов, типа филиппинцев, там, пакистанцев каких-нибудь. Я думаю, мы увидим Латинскую Америку. И это связано с тем, что в тот момент, когда Польша сможет аккумулировать вокруг себя всех близких славян по культуре, духу, праздникам, традициям, языку, и надо будет куда-то дальше идти. Ближний Восток нет, примеры были, Африка нет. Азия, окей, надо подумать, для них будет. А Латинская Америка, она мало того, что уже приезжает, во-вторых, это католики. Это католицизм, и я думаю, что этот следующий аспект религии будет самый важный для выбора уже Да, дальних третьих мигрантов. Я да. думаю, на этом будет строиться вся миграционная стратегия для мигрантов. Не думаю, что что-то может быть другое вне этого плана. Да, страны могут Мгм. быть разные, откуда люди приезжают, но без людей достигнуть статуса 20-й экономики мира невозможно. Кому, на твое мнение, стоит валить из Польши, а кому остаться? Есть ли какой-то, вот ты проводишь консультации, у тебя есть аналитика, насмотренность, да? Есть ли какой-то портрет людей по каким-то признакам, да, которые ты замечаешь, по их вопросам, которые они задают, или их запросам на жизнь, кому ты советовал бы уезжать из Польши? И наоборот, люди, которым Польша подходит, кому бы ты советовал оставаться? Это да, это ты правильно говоришь, это уникальная история у каждого, потому что иммиграция, каждая, она вообще уникальна. Она, несмотря на то, что похожи, они все разные. И для людей, которые вот думают, валить мне из Польши или нет, если они уже об этом подумали Ну, ты свалил, и например. задумались. Что-что? Я говорю, ты свалил. Почему ты свалил, Ну кстати? смотри, я после Украины, я жил на Мальте, после этого я жил в Польше, после этого я работал тогда онлайн много, я жил в туре между странами, как Мгм. раз перед ковидом. Ковид мне обрезал этот тур, я снова жил в Польше, и сейчас я живу в Канаде. И тоже уже в Канаде переезжал. И это тоже моя не последняя страна. У меня это, наверное, какая-то... Надо с психологом проработать, что я люблю переезжать. Для людей, слушай, когда вот люди пишут, переезжать мне или нет, чего они хотят? Если это, вот как ты сказал, валить, например, из Польши, если это продиктовано уехать откуда-то, то я не сторонник того, чтобы уезжать просто из места, если это место не несет опасность для тебя, там, воинственную, какую-то экономическую бедность, там, угроза жизни. Если Мгм. это просто уехать просто потому, что мне все надоело в Польше, большая вероятность, что ничего не понравится нигде. Да. Я сторонник того, чтобы найти в себе цели, уехать для чего-то, для реализации какой-то цели, которая в Польше либо реализована, либо ты видишь, что ты не хочешь ее реализовать по каким-то причинам. Продумать, для чего ты хочешь переехать. А если просто из Польши уехать просто потому, что в интернете увидел, что поляки плохо относятся к украинцам, ну, наверное, такая себе история, потому что люди об этом часто говорят, что, например, поляки плохо относятся к украинцам. Но когда спрашивают людей, а к вам лично относились плохо, никто не говорит об этом, никто не сталкивается с такими ситуациями вот в массовом характере. Переезжать нужно тем, кто хочет новый опыт получить и расширить какой-то кругозор своих знаний, выучить новые языки, попробовать новую деятельность. Но я сторонник того, чтобы определить, чем ты будешь заниматься, и для чего ты туда переезжаешь, какие плюсы ты находишь. Как правило, когда мы начинаем разбирать с людьми, куда они хотят переехать, это называют Португалия, там, Испания, США или вот в Польше остаться. Когда мы проходим очень много тем, много сравнений, оказывается, что в Польше лучше остаться. И я фантастически люблю Польшу. Польша очень классная страна, и для бизнеса, для предпринимателей очень понятный порог входа, мне кажется, для ведения своей деятельности, по налогообложению, по... Да блин, ты в Варшаве находишься. Если в Варшаве выйти, то, наверное, там бизнес-клубов, общения, нетворкинг можно Да, да, каждую очень неделю сильно, находить, если не на каждый самом день. деле. Да, а если поехать, не знаю, в США, то так не получится. Люди вообще по-другому устроены. И тот бизнес, который, например, у тебя бизнес-аудитория, который можно создать где-нибудь в Кракове, абсолютно не будет работать в Барселоне. То есть это абсолютно другое поведение людей, это больше даже про психологию, про изучение. Валить нужно тем, кто понимает для чего и определил цель, для чего он хочет переезжать. Просто так, ну, наверное, классно. Особенно если ты удаленщик, у тебя онлайн-бизнес или онлайн-работа. Ну, классно, поедь, годик, поживи где-нибудь под пальмами, сделай выбор потом. Ну, так же самое по поводу оставаться в Польше. Да, кому оставаться? Тебе нужно содержать там аренду и питание, давать базу. Возьмем Да, просто базу. квартира, еда. В Польше этот баланс пошатнулся, и вот твоя зарплата, большой процент от этого уходит. Некоторые люди не откладывают, если мы говорим про людей, которые просто ходят на работу, да, Да, не откладывают ничего. А если мы возьмем страны, которые, даже соседние страны в кризисную Германию, то этот баланс намного лучше. В Германии рабочий человек сможет в большинстве случаев оставить себе больший процент чистой, знаешь, денежки, положить в кошелек да, после оплаты всего. У меня родители живут в Канаде, и они жили в Польше долгое время. Обычные работы, кстати, те же самые сектора деятельности, то же самое делают в Канаде.
абсолютно другой уровень дозволенного. Ты можешь себе больше позволить на обычные зарплаты. Там были обычные зарплаты, не самые низкие, не самые большие по польским меркам, по вроцлавским меркам. Точно так же тут в Монреале не самые большие, не самые низкие. Но качество того, что ты можешь получить, разнообразие и количество выше. Поэтому вот отвечая на вопрос, для кого Польша может подходить, для кого нет, если вы не претендуете на создание бизнеса, пользоваться льготами какими-то польскими, бизнес-сообществом, комьюнити людьми, если вы не общаетесь, не социализируетесь, и вам это не надо, и не путешествуете по Польше, чтобы кайфовать от ее, там, например, автострад или аэропортов, то спокойно можете изучить варианты переезда. В той же Испании люди, некоторые могут получать больше за меньше. Особенно солнце больше, да, получать? Особенно солнце, однозначно. Можешь ли ты дать список вопросов, которые им важно себе задать, чтобы выбрать страну, либо там при моменте иммиграции? Какой-то твой наработанный. Знаешь, 5-10 вопросов. Я как общаюсь с людьми, когда я им задаю эти вопросы, Да. я их подталкиваю, чтобы они сами это задали, потому что я сторонник того, чтобы не высказывать свое мнение, что человеку делать. Он сам к этому должен прийти, это будет самое верное решение. И когда я послушал человека, его там боли, проблемы, я там какие-то там пропуски просто закрываю то, что я знаю, того, чего ему не хватало информации. А потом я прошу его сделать самостоятельно на основании всего, что он уже узнал, сделать свод-анализ, как в бизнесе, грубо говоря. Или сделать табличку страны, которые его интересуют. Он думает, вот я перееду в Италию, и будет мне классно. Или там в Испанию, и это я в Польше живу. И поставить критерии, которые ему важны. А мне важен смог в Польше. Тяжело ли мне дышать из-за этого, например, в городах? Нравится ли мне климат? Важны ли для меня налоги? Там? Или важно ли для меня, что где-нибудь на юге в Испании, например, там, прошу прощения, собачье говно будет там на тротуарах чаще, чем где-нибудь в Польше встречаться. То есть ты заставляешь Выбрать их самих придумывать эти критерии для себя и самих же потом по этим критериям выбирать страны. Кто-то говорит, мне главное, чтобы была стабильная страна. Когда начинаешь спрашивать, что такое стабильность, кто-то говорит, ну, чтобы на рынке труда было стабильно, много выбора вакансий. А кто-то говорит, чтобы ракеты не прилетали стабильность. И вот вопрос, что такое вообще стабильность или экономика. Кто-то говорит, чтобы зарплаты были высокие, а кто-то говорит, чтобы мне хватало на аренду квартиры. Или курс. Кто-то считает стабильность — это стабильный курс валют, например. Да, все верно. Соответственно, просто я сторонник того, чтобы когда они анализируют все, записывали и выбрали для себя критерии, ради чего они переезжают, что они хотят получить, элементарно поставить плюсики. Потому что каждой страны это занимает 10 минут, и иногда люди думают, я сейчас перееду все-таки в Италию. А потом они ставят плюсики и такие, да, знаете, вот оказывается Португалия, о которой я вообще не думал, мне лучше всего по всем критериям. Да. Понятное дело, что чтобы это сделать правильно, нужно знать, что ты анализируешь. Потому что если ты не знаешь, какой рынок труда, то ты не можешь поставить правильный в той Ну да, стране и плюс. тут как раз нужно делать либо свой собственный ресерч, либо смотреть твой Инстаграм Да. или покупать твою книжку. Да, я так понимаю. Слушай, если мы говорим про бизнес-аудиторию особенно, потому что они тоже рынком, поведением потребительским, доступными кредитами интересуются людей, смотря в зависимости какой бизнес, да, то искусственный интеллект и YouTube закроют правильные YouTube-каналы, и потом это прогнать все через искусственный интеллект, чтобы проанализировать, закроют все 90%, потребности, и да. не надо ничего покупать. Да. Но в любом случае все ссылочки мы оставим на тебя в описании. И, друзья, если вам понравился такой формат, да, на канале, наш новый формат «Телемост», пишите в комментариях вашу обратную связь. Если хотите выпуск с Артемом по аналитике после того, как уже будет понятно, кто победил, да, пишите слово «еще», и так мы будем знать, что вам это интересно. Польша — это достаточно западная страна с точки зрения США, и это, наверное, один из ключевых партнеров вообще в последние, особенно 3 года, как идет полномасштабная война. Это ключевой партнер в Европе для США, такой восточный форт-пост для НАТО, у которого идет огромнейшая граница с идеологическим и военным врагом, центр аккумуляции денег, военной помощи. Поэтому для Польши в первую очередь должно быть понятно, какая будет следующая политика по отношению, например, к России, как тут Беларусь, Калининград рядом, воюющая Украина. Соответственно, какие деньги будут, какие политические решения, будут ли войска НАТО дальше приезжать в Жешов и базы строятся, какая будет санкционная политика, какая будет экономическая роль хаба Польши для Украины, которая распределяет гуманитарную и военную помощь, экономическую. Соответственно, администрация в Белом доме очень важна для Польши, хотя бы чтобы строить свою политику, бюджеты, потому что ранее польская власть говорила, что, возможно, в будущем на социальные нужды будет
меньше бюджета из-за того, что увеличиваются военные нужды для Польши. Соответственно, очень важно для Туска, я думаю, понять вообще, как ему строить политику. Тем более в Польше скоро тоже выборы. Каждая администрация в Белом доме по-разному относится к польскому действующему правительству. Трамп раньше любил Дуду и говорил, что Дуда классный президент, то сейчас Джей Ди Венс, который идет с Трампом как вице-президент, если они придут к власти, он говорит, что Туск это такой себе бандит, который захватывает власть. Поэтому у них разные отношения, разные идеологические. Хотя для Польши, наверное, глобально не все может измениться в там, кардинальную сторону. У них примерно всегда будет все одинаково с Америкой. И, скорее всего, речь идет про понимание политических процессов, просто как строить какие-то дипломатические отношения и НАТО. Да. Вот именно вопрос НАТО, наверное, и военных нужд самый главный для Польши, чтобы понимать, какая будет идея у Харрис или у Трампа. Смотря кто идет. Ну, мы, знаешь, как бы у нас канал про бизнес в Польше, да, и это в целом люди, которые живут в Польше, либо здесь планируют свою жизнь строить. И для нас ситуация в Польше напрямую отражается потом, как ты сказал, на ситуации потом в Украине и на нашей жизни здесь как иностранцев, краевцев здесь в Польше. Давай сделаем такой спинбэк немножко. Как вообще эти связи с Америкой, между Америкой и Польшей появились, да? Может быть, у тебя есть какие-то интересные факты, истории? Хорошо, я понял твой вопрос. Мне кажется, я могу высказать так, как я это вижу, как я это чувствую, как я это для себя понимаю. Но если у тебя среди аудитории есть зрители, историки профессиональные, лучше, чтобы они еще проверили это. Они нас поправят, да, тут в любом случае. Ну, мы же Однозначно поправят. общаемся. Да. Суть в том, что Польша никогда не была в таком понимании, как, например, Украина, страна, которая больше была под таким коммунистическим влиянием, Советский Союз. Польша достаточно всегда в своей истории, даже многовековой, это была западная держава, в какие-то моменты западная империя, которая дарила там всяких Шопенов и Складовские Кюри Европе. Соответственно, это страна, которая для себя не ощущала никогда вот этим вот Восточной Европой. Это Центральная Европа, они так себя называют, Центральная Европа. Соответственно, когда в современной уже истории Польши происходили изменения там, страны Варшавского договора, Берлинская стена в Германии падала, было понятно, что приходит конец Советскому Союзу. Те же самые протесты «Солидарность», которые начались в Польше, они получили, во-первых, широкую поддержку и польской диаспоры по всей Европе, включая США, и политическую поддержку. И поляки как бы гордо говорят, что большую роль, например, протесты «Солидарность» сыграли для того, чтобы Советский Союз вообще прекратил свое существование. Это такой был еще один гвоздик в гроб. Но без поддержки, которую можно было бы получить от США в виде НАТО в 1999 году, Европейский Союз в 2004 году, то есть мы понимаем, насколько это было раньше. Если у нас сейчас только об этом разговоры идут, то это было очень давно, это было очень легко. То есть это была политическая воля, чтобы Польша была интегрирована в эти структуры. Но почему она была интегрирована, это не только потому, что она всегда ощущала себя как западная страна, и всегда была как западная держава в Европе и коммуницировала с Западом. Это еще связано с политическими и военными нуждами. Если мы предполагаем, а мы сейчас можем просто предполагать, что когда расширялась НАТО на восток, оно могло определять, какие страны им нужны, какие нет, потому что не все они в один момент вступали в НАТО. А Польша имеет прекрасную географию. И как бы сейчас ни казалось, что сейчас там есть ядерное оружие, дроны, искусственный интеллект, который может завоевывать разные там важные ведомства и хакать их, все касается просто географии, потому что все равно война идет на поле боя, да. и всегда, Всё наверное, касается территории. такие политики или которые военные чины, которые в НАТО существуют, они думают география. Польша находится на восточноевропейской равнине, в западной части, и это такой коридор, который от буквально там Каркановских гор до Балтийского моря, очень маленький перешеек равнины, который открывается дальше на ширину на территорию уже там Украины, Беларуси, например. Это огромнейшая территория, равнина там, а здесь это очень узкая. Соответственно, этот коридор всегда нужно было контролировать, и в американской политике были разные там госсекретари, советники президента, тот же Киссинджер или Збигнев Бжезинский, польского происхождения. Они всегда, хоть они были идейными как бы с разных лагерев политики, они всегда говорили, что Польша должна быть форпостом между двумя мирами, европейским и российским, и не должна давать сближаться России с Германией, в частности, как главная Германия, держава в Европе. И роль Польши в том числе это такой вот форпост, который будет буфером между. Соответственно, буфер, который будет сильный и отстаивать нужные идеи, он не может быть нейтральным, он не может быть мы против там, всех, за все хорошее против всего плохого. Соответственно, должна быть политическая поддержка, вливание денег, инвестиции, воспитание новых политиков, модернизация инфраструктуры, чтобы люди это в том числе хотели. Соответственно, когда эта система вся пошла, то у Польши выстроилась целая, скажем так, экономическая модель существования на западные гранты,
на западные деньги, на участие в западных всяких институтах, фондах, организациях. И даже такие примеры, когда Германия, например, не с Польшей, с Америкой ругаются по разным причинам, например, даже по войне в Украине и ее поддержке, то Польша получает от этого плюсы, потому что сразу внимание США переходит на Польшу, как следующую страну, которая и по населению подходит, и по объему экономики, и по географическому расположению, и по лояльности. Соответственно, Польша может получать и больше оружия, и военные базы, и когда-нибудь, наверное, с Германии что-нибудь принять. Поэтому это исторически было продиктовано. Разные политики еще в 70-е, 80-е годы говорили, что независимо какая будет администрация в Белом доме, Польша очень важна географически, идеологически, поэтому ее в любом случае будут поддерживать, и ее поддерживали, мы видим еще. 99-й год она в НАТО. Хотя в 99-м году это не было какой-то супердержава с экономическими показателями, там, чистотой в коррупции. Нет, но это было стратегическое решение. Трамп. Какая у него основная повестка и какой базовый сценарий развития, если выигрывает Трамп? Ну, для Польши. Мне кажется, Трамп это самый непонятный политик, который сейчас возможно, приходит к власти. И вообще, если посмотреть его первую каденцию, его первый президентский срок, то, что он заявлял в предвыборных кампаниях, и Трамп, который уже стал президентом потом, это разные политики. И заявлено было много, сделано было немножечко все по-другому. Поэтому сказать, что все сейчас, какой-либо там даже в Вашингтоне какой-то эксперт может сказать, как это будет, наверное, нельзя. Но если предположить, что 5 числа мы узнаем, что Трамп приходит в Белый дом, что может измениться, по его словам, по заявленным словам его команды, скорее всего, будет политика такого изоляционизма США от внешних проблем. США больше не будет там, международным полицейским, который следит за всеми. Это то, что они заявляют. Реально ли это сделать? Я не знаю. То есть я сомневаюсь, что это реально сделать в том виде, в котором заявляется, что США от всех уходит, вводит пошлины на импорт товаров в свою державу, потому что это может последовать обратным санкциям от других стран. Но вообще идея Трампа какая? Америка главное, у нас много проблем с мигрантами. Я, например, когда смотрю здесь какие-то новости, просто включаю в вечернее время, то там все сводится к его идеям, которые, возможно, будут реализованы. Это в основном мигранты, внутренняя политика по поводу экономических каких-то решений, налоги, смена избирательной системы, то есть перезагрузка власти не только Палаты представителей, администрация президента, Сенат, а также местная система выборов, которая должна быть изменена. И больше взглядов на изоляционизм, то есть когда они будут сфокусированы на своих делах, и больше на консервативных каких-то идеях. То есть там много вопросов про аборты поднимается, много про мигрантов, про их права. То есть вот вся политика Трампа на это направлена. Если мы говорим про внешнюю политику и то, что может касаться Польши, то это по большей мере... Что Польше вообще интересно? Польше интересно, будет ли поддержка, та, которая есть, на военном плане, или Польша останется одна. Потому что Трамп заявляет, что НАТО останется само по себе, и страны, которые не выполняют, там, по-моему, 4-5% от ВВП на военные нужды, свой бюджет не имеют, то они окажутся сами по себе, их никто защищать не будет. Если у нас побеждают республиканцы, как еще это отразится на Польшу, на экономику? Любые факты. Нашим зрителям важно знать все, любые факты, нюансы. Слушай, я бы начинал с того, что если приходят республиканцы к власти и делают то, что они заявляют, то у Польши придется не 5% тратить на вооружение и на модернизацию своей армии намного больше. И то, что говорили в администрации Туска несколько месяцев назад, может полгода назад, что, возможно, в будущем на социальные нужды, социальное обеспечение, вообще социальный сектор будет меньше бюджета, чем на военные, это, вот, наверное, мы к этому придем. Соответственно, на это отреагирует также и там, рынок недвижимости, рынок труда в том числе. У нас еще будут вопросы про рынок недвижимости. Да. Более того, нужно понимать, что Польша – это страна, которая зависит от внешних инвестиций в том числе. У нее, во-первых, и стратегическое местоположение есть, и огромнейшее количество людей сейчас работают для военных нужд. То есть автострады, которые строятся с запада на восток, с Балтийского моря, они также строятся для того, чтобы по ним перегонялась техника. И в планах НАТО, например, и в планах США автострады там А1, А2, по-моему, точно не берусь судить какие, они созданы для того, чтобы быть транзитами. То есть это 2 трассы из 5 по Европе проходят через Польшу. Сколько людей работают в этих секторах, тоже нужно понимать, что они очень легко могут быть изменены из-за влияния Соединенных Штатов. Политический кризис тоже может быть. Особенно если с точки зрения того, что заявляет там, возможный вице-президент при Трампе, что сейчас власть, которая в Польше, она не такая хорошая, как «Право и справедливость» была,
то, соответственно, тоже может политические разногласия. А политические разногласия США чреваты всегда большими последствиями и негласным баном, и поддержкой оппозиции, и популизмом появлением. Поэтому, знаешь, хочется сказать, что может произойти все, что угодно, потому что просто так приходит история. Но, наверное, для Польши самое важное, это то, что она хочет понять, это милитаризация, то есть военные нужды, и Мгм. тоже понимание статуса украинцев. Как долго будет война проходить, будет ли США поддерживать дальше санкции, что делать с Россией, товары, энергетика, северные потоки, украинцы, которые проживают в Польше. Они будут еще там 5 лет мигрировать в Польшу по понятным причинам, потому что война будет эти 5 лет продолжаться, или будет мирный план инициироваться, и, соответственно, что делать тогда? Будет ли временная Мгм. защита? Будет ли интегрировать украинцев? То есть тоже Мгм. нагрузка на целые миграционные сектора, работа с беженцами, работа с мигрантами. То есть многое может измениться в этом Камала Харрис. Хотел пошутить, сказать пани Камала Харрис. плане. Что у нас по демократам? Если они выигрывают, как это на Польшу отражается? У Камалы Харрис, вот то, что я смотрю, давай, с повестки, которые я здесь вижу, то, что обсуждается, вот как Мгм. это делают акценты, например, в СМИ местных. У Камалы Харрис интересная позиция в плане того, что они не говорят о том, что они будут делать. То есть это можно, конечно, найти, почитать на их там программах избирательных, но у любой команды, у Трампа, у Харрис есть несколько веб-сайтов, которые меняются, обновляются, там, ответы на вопросы появляются. У нее долгое время вообще не было интересной какой-либо программы. Мгм. И она тоже связана, конечно, с Соединенными Штатами, с внутренними делами, но для Европы, наверное, это более понятная система, потому что это продолжение той политики, которую мы видим 4 года. И для Польши, то есть глобально, то есть нельзя сказать, что в Польше сейчас все хорошо происходит по отношению с Соединенными Штатами, тоже война под боком, да, то есть милитаризация идет, нужно инвестировать в определенные сектора, которые вынуждают инвестировать, возможно, в них не хочется выделять столько. Но вот этот путь, если остаются демократы у власти, то это, в принципе, просто продолжение того, что было, и, соответственно, не надо ломать и строить что-то новое, особенно если это будет радикальное, как заявляют трамписты. Камала Харрис, я думаю, я даже не думаю, я вижу, что политика такого глобализма остается. То есть США, мировой полицейский, стараются и там, и там, и там быть. Вообще очень понятно, что команда Харрис и до этого Байдена, они видят Европу и, например, войну в Украине против России, они ее видят как стратегически важную. И Россия для них главный там, конкурент в Европе, которому нельзя давать сближаться с Западной Европой, с Германией, в частности, которые очень быстро найдут точки соприкосновения, хотя бы экономического характера, Ну энергетического. да. Соответственно, они много инвестируют и в Польшу, как такой оппозиционный, да, можно сказать, внутриполитический какой-то игрок в Европе против Германии. И это понятно. Вот вернуться к тому, что я говорю про Трампа, изоляционизм, он заключается в том, что для них основной конкурент в Тихоокеанском регионе – это Китай. И они Мгм. говорят, что мы будем переключаться туда, а Европа сама по себе, она должна инвестировать в эти дела самостоятельно. И если у Харриса они видят Россию главной угрозой и нужно ее сдерживать, и, наверное, политика выглядит так, что если там, Россия не получится у нее ничего с Европой, с Украиной, Мгм. то никто больше не поднимет голову. Мы сможем оттянуть время. У Трампа другая позиция, что здесь Европа должна сама по себе быть, а конкуренты там. Мгм. Поэтому для Польши одна победа трампистов или республиканцев означает, наверное, изменение политического и экономического характера, демократы то, что сейчас есть. То есть идем по накатанной системе. Наверное, для Польши, наверное, Мгм. для людей, наверное, демократы понятнее, потому что ничего не меняется. А это правда? Я слышал такую где-то фразу, что во время правления демократов войн в мире было больше, чем когда республиканцы у власти. То есть, хотя должно быть наоборот, демократия вроде бы все там созидает, а получается постоянно наоборот. Это правда или нет? Ты не знаешь? Я думаю, что вот этот именно вопрос именно количества войн нужно проверить точно. Но да, так говорят, именно такой как бы факт, его даже в политических там дебатах своих используют разные чины в США. Ты правильно говоришь, что должно вроде быть наоборот, демократы, демократия во всем мире, добро, но демократическая партия США, она сейчас исповедует политику вот этого глобализма, то есть когда весь мир, он очень глобальный, а США над ними. Весь мир не может быть глобальным, есть Ну да, да, да. точки людей, Тут которые говорят, что мы и нет, у нас тут своя ценность, мы там за диктатуру. Ну да, Поэтому, и тут конфликт интересов, да, у некоторых да, стран возникает. Типа, почему это кто-то должен быть над нами? Давай с тобой еще сделаем рубрику «Гадание на кофейной гуще» и посмотрим. Вот давай. у нас сейчас выборы проходят, да, и кто-то выигрывает. Республиканцы либо демократы. Еще вот в течение 5 лет следующих может измениться Польша, ситуация экономическая, возможно, как-то поменяются цепочки поставок,
может быть, что-то с полезными ископаемыми, да, то есть там с газом, который сейчас едет из Америки сюда, в Европу. Что-то еще, да, что люди могут для себя использовать, но в большом таймфрейме, там 5 лет. Давай с тобой подумаем, что еще может быть. Я думаю, люди смогут воспользоваться этим в плане своего качества жизни. Оно точно будет улучшаться в Польше, независимо, кто будет у власти. А улучшаться оно будет, возможно, не с точки зрения, там, знаешь, маленькой инфляции, продукты не дорожают. Возможно, с точки зрения стоимости жизни будут качели. С Мгм. точки зрения инфраструктурных решений однозначно качество жизни будет улучшаться. Аэропорты модернизируются. Они модернизируют, потому что у Польши есть деньги, она получает гранты на это, например, так и с точки зрения военных нужд, то есть продиктованных там, увеличением пассажиропотока, увеличением количества населения из-за беженцев из Украины. Автострады будут строиться, и они уже строятся. Порты строятся, то есть это в том числе увеличение рабочих мест для людей. Это то, что можно будет пощупать. И я не знаю, я сколько бы вот не путешествовал где-то, не ездил, мне всегда в Польшу приятно возвращаться, потому что, знаешь, я приезжаю, посмотрю на инфраструктуру где-нибудь там на Западе, вот классно сделано, вот видно, что сделали 15 лет назад, но по последнему писку моды. А приезжал я во Вроцлав, такой думаю, ну, сделали год назад, ну, лучше, потому что оно новое просто. И да, его, может, не так Ага. глобально было везде, но вот в этом плане в Польше всегда было очень классно сделано все. То есть от банальных велодорожек, которые можно от Бедренки доехать до дома своего, до каких-то там аэропортов, которые можно уехать, улететь куда угодно по Европе, по миру. Это то, что вот касается, знаешь, строительной инфраструктуры решений. Я Мгм. думаю, города в этом плане будут развиваться. В том числе касается, наверное, бизнеса в Варшаве. Однозначно будет увеличиваться количество и огромных корпораций, которые будут переходить с каких-то других зон, там, с Германии по политическим причинам, и они будут выбирать Польшу, в том числе и немецкие компании, которые промышленные, они открывают свои цехи производственные в Польше, потому что меньше стоимость, например, производственная, а бизнес будет аккумулироваться. В том числе бизнес аккумулируется из Украины, из Беларуси. В этом плане, наверное, Польша это такой вот центр для всех сейчас, не только уже для славянского мира. И я думаю, в разрезе 5 лет вот эта вот тенденция, она не сломается. Это то, к чему будет двигаться, и с точки зрения, например, ведения своей деятельности будет становиться лучше. То, что может Да. испортить все, это какая-то новая санкционная политика, не знаю, новый приток огромный там, миллионов беженцев. Это тоже может быть нагрузку и сломать эту всю систему, остановить какие-то проекты. В том числе, вот, например, ЦПК, если я не ошибаюсь, его переносят постоянно, потому что просто бюджетов не хватает на этот аэропорт. Мгм. Потом продлевают, по-моему, планы строительства. Поэтому что-то, наверное, будет уходить на второй план. Инфраструктурные решения мелкого характера, трассы, Мгм. аэропорты, они будут реализовываться и комфорт будет повышаться. Европейский Союз, может ли он развалиться после прихода правых сил по всей Европе? Я думаю, может. Объясни нам, что такое правые силы, да, саму дефиницию. То есть что это? Что мы привыкли, что такое правые силы. Вот как мы это понимаем. Правые силы это диктатор, вот диктатура. Вот Мгм. диктатура это правые силы. В Европе немного это по-другому ощущается. И благодаря СМИ, которые не всегда объективны с той или другой стороны, они сделали из правых сил просто политического характера, то есть национального характера политический. То есть, Да. грубо говоря, националисты это уже правые. Хотя национализм бывает разный. В Европе, если мы сейчас говорим про Европейский Союз, самые, наверное, ярые правые политики — это Виктор Орбан в Венгрии, который принял другую позицию от вообще Центральной Европы по отношению к Украине, к Европе, к Европарламенту. Это совсем другой политик. Словакия. Там уже выбрали Роберта Фица, он уже, наверное, год у власти, на него уже было покушение. То есть тоже есть какой-то политический кризис. Это тоже правый политик, правые силы. В Европе на сегодняшний день уже есть у власти правые политики, правые силы, которые не проявляют себя как правые. Либо они не будут их себя проявлять, либо они ждут какого-то момента. Например, Мелани в Италии — это правый политик. Мгм. Но то, что она обещала, когда приходила к власти, то, что она делает, то есть это обычный европейский политик. Нету каких-то радикальных там Да, националистических жестких вещей, да? все верно, да, никаких у нее взглядов такого нету характера. Но выборы проходят также во Франции, они уже прошли парламентские. Макрона будет переизбирать на другого политика, потому что Макрон уже не сможет участвовать в выборах. Германия, 25 год, наверное, будут решающие выборы, которые определят для Германии и для Европы вообще курс. И действующая власть, буквально сегодня я опубликовал в телеграм-канале у себя, что у них новый антирейтинг 14% поддержки. Это самый низкий уровень поддержки населением своего правительства. А при этом сентябрьский социальный замер, что партия «Альтернатива для Германии», которая вот как раз правая партия, у нее 20%. Она, вообще «Альтернатива для Германии» — это интересная партия, потому что она началась как какая-то там региональная партия в одной области немецкой, которая Мгм. говорила, что мигранты — это плохо.
потому что было вакантное место, никто об этом не говорил. И вот так вот, шаг за шагом, она буквально за там, 10 лет она стала третьей партией в Бундестаге. И она успешно выиграла выборы в Европейский парламент в Германии, то есть хорошие голоса собрала, и сейчас может вообще войти в правительство новое с широким спектром депутатов. И в этом плане Европа меняется, она меняется на таких националистов права ключа. И вот, кстати, интересно, что вся Европа, когда была такая либеральная европейская, сейчас она меняется, потому что люди застали ковид, войну, они застали, ну, просто они это понимают, что вот в этот момент была власть такая, значит, надо что-то Ну другое. да. Причинно-следственная связь. Они, Замена, а- да. они А в Польше переносят наоборот. это. Да, в Польше была «Право и справедливость», которая считается такой националистической партией консервативного характера. Ее в этот момент заменили на Дональда Туска. То есть Польша всегда зеркально всей Европе. Европа вся либеральная, такая европейская, а тут у нас более консерваторы, которые ругаются с парламентом европейским. Тут теперь наоборот, там будут правые, тут будут такие либералы. Может ли Европейский Союз распасться из-за этого? Вопрос сложный, из серии, знаешь, тоже опять погадать, но что такое вообще Европейский Союз для... Это просто блок экономического характера и политического характера, когда страны делегируют своих депутатов в Европейский парламент, там принимаются решения и говорят национальным правительствам в странах, вот эти вот решения вы должны там интерпретировать свое законодательство. Если этого не будет, но сохранится шенгенская зона и евровалюта, для некоторых стран евро важно, то для европейцев, в принципе, это будет Европой. То есть для них свобода передвижения и единая валюта – это то, что вообще ассоциируется с Европой. Не Да. Европейский парламент, его решение. Потому что на европейские там выборы, в Европейский парламент в Европе традиционно самый низкий процент участия в выборах. Буквально там 20%. Людям это не интересно. Да. Шенген, да, интересно. Право поехать работать в другую страну со своим гражданством или резидентством интересно. Купить недвижимость или землю, Да, будучи там гражданином Европы или даже имея карту резидента, да, в какой-то страны. если это сохранится, но не будет Европейского парламента или не будет такой вот полноты власти, которая есть сейчас, то да, технически Европейский Союз, наверное, распадется, но по ощущению этого никак не ощутится. Слушай, я хочу сказать всем спасибо, кто посмотрел это видео. Я хочу сказать спасибо тебе, что ты меня пригласил. Это было для меня неожиданно. Самому как бы тебе за то, что ты придумал эту тему, потому что, знаешь, бизнес в Польше, и тут про политическую аналитику. Я считаю, что политика влияет на все, и важно ей интересоваться. Поэтому всех, кто досмотрели это видео, спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал Стаса. Очень было познавательно. Классно. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было полезно, и если так, поддержите нас. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий, либо задайте ваш вопрос, и мы лично ответим на него.